Всем привет! Меня зовут Лена Мокко, и сегодня наш видеоурок посвящен новинке в нейл-индустрии – японский маникюр. Этот вид маникюра не так давно стал набирать свою популярность на нашем рынке, но сейчас эта услуга пользуется большим спросом, так как набирает популярность направление натурального маникюра и все, что с ним связано. Это голые ногти, ногти без покрытия, покрытие обычными лаками. Сегодня разберемся по этапам, как правильно выполнять японский маникюр. Первый этап – это обработка кутикулы. В оригинальной процедуре она выполняется специальными пилочками разной абразивности. Но я предпочитаю вид маникюра, в котором я профессионал – это комби. Сегодня у моей модели достаточно стандартные руки, немного чувствительные, и мы выбрали технику «одна фреза, ножнички и полировщик». Я использую красное пламя 0,21 диаметра, прочищаю под кутикулой, стараясь оставить как можно меньше царапин на ногтевой пластине. Фреза двигается как бы в пространстве между ногтем и кожей. Выполняю срез ножничками и завершаю маникюр серым полировщиком, проходясь по кутикуле и под кутикулой, чтобы сгладить все царапинки от фрезы. Затем перехожу к обработке ногтей. Это более универсальная обработка кутикулы, так как пилочный маникюр может не подойти на влажные руки или очень чувствительные. А комбинированный маникюр можно сделать чисто и не травматично на любых руках. Я выполняю всю работу на материалах P-Shine. С другими наборами все действия и этапы будут аналогичны. После обработки хорошо обезжириваем ногти и приступаем к первому этапу обработки ногтевой пластины. Зеленым бафом из набора, это 4000 грит, выполняем шлифовку ногтей, двигаясь в одну сторону. Я на всех этапах буду двигаться слева направо. Мы должны зашлифовать ногти до матовости, а затем повторить все то же самое розовым бафом из набора. На этом этапе очень важно проработать всю ногтевую пластину, включая подкутикульное пространство. После шлифовки обезжириваем ногти и приступаем ко второму этапу – нанесению пасты. Наносим небольшое количество пасты на край кичин. Кичин – это специальное приспособление с поверхностью из натуральной кожи, которым мы будем полировать ногтевую пластину. Двигаясь только в одну сторону, например, слева направо, втирающими движениями с небольшим давлением втираем пасту в среднюю часть ногтевой пластины до появления блеска. После появления блеска переходим сначала к правой стороне, затем к левой стороне ногтя. На этом этапе важно не пытаться втереть пасту сразу на все стороны ногтевой пластины. Кичин должен стоять параллельно зоне, в которую вы втираете материал. Именно поэтому втираем сначала середину, затем каждую из сторон отдельно. Переходим к завершающему этапу – полировка пудрой. Наносим небольшое количество пудры на другой край кичина, либо используем новый кичин и, двигаясь также в одну сторону, втирающими движениями с небольшим давлением втираем пудру по такому же принципу, как и пасту. Сначала среднюю часть ногтя, затем правую и левую, до появления блеска. После выполнения процедуры стряхиваем остатки пасты и пудры щеткой, отправляем клиента помыть руки, наносим увлажняющее масло и любуемся превосходным результатом. Напишите в комментариях ваше мнение о нашей сегодняшней работе и о процедуре японский маникюр в целом. Мне будет очень приятно и интересно услышать мнение каждого из вас. Подписывайтесь на мой канал и на страничку в Инстаграме. С вами была Лена Мокко. До новых встреч!